Я долго не касался темы Быховского замка. Кажется, проблема у всех на виду, все знают, но упорно продолжают делать вид, что все хорошо. Возможно, этому способствовало то, что освещению широкой общественности проблемы Быховского замка не было уделено должного внимания. Хотя полуразрушенных зданий в Беларуси хватает, Быховский замок относится к культурно-исторической ценности. Обходить его стороной не стоит. Сегодня мы коснемся истории замка, рассмотрим события, которые привели к тому, что мы имеем сейчас, и, конечно же, посмотрим на него изнутри. Цитата. В 1592 году Быхов наследует известный военачальник ВКЛ Ян Король Хаткевич. Он планирует сделать из Быхова первоклассную военную крепость с роскошным замком и самыми современными бастионами. Он получает от короля разрешение на возведение каменного замка с башнями и стенами. Проект разрабатывали итальянские и шведские инженеры. Быховский замок представляет собой неправильный прямоугольник, в самой широкой части достигающий 104 метра, а в самой узкой 76 метров. Замок окружают рвы глубиной 15 метров и шириной до 27 метров. Внешние границы замка прикрывали бастионы с артиллерийскими батареями. Внутри замка находилась резиденция магнатов Хаткевичей, а потом Сапег, казармы, арсенал, оружейные мастерские. В 17 веке в замке находилось 34 пушки, много олова и пороха, 2500 орудийных гранат, 1200 мушкетов, 38 крепостных мушкетов большого калибра, 50 сабель гусарских и прочее вооружение и снаряжение. В подземельях замка хранились припасы на 9 месяцев, имелся подземный родник для потребностей обороняющихся. Ко второй четверти 17 века Быховский замок был первоклассной крепостью, совмещающей в себе передовые фортификационные идеи и роскошную магнатскую резиденцию. После смерти Яна Короля Хаткевича замок переходит к Сапегам, которые делают из Быхова свою военную резиденцию. Здесь постоянно квартируют эскадрон летучих гусар личной охраны и 200 наемников-копейщиков. В продолжении всего 20 века Быховский замок продолжал разрушаться и терять конструктивные элементы. В 1941 году нацисты держали в замке узников Быховского гетто. Конец цитаты. Я прочел несколько новостных статей, в которых рассказывалось, что замок планируют реконструировать с 2010 по 2018 годы. Сейчас 2021 год. Нельзя сказать, что ничего не было сделано. На День письменности в 2013 году были восстановлены обе башни. Реконструирована территория замка, и сам замок был законсервирован. Вся красота и великолепие постройки были скрыты под огромным баннером. Также на территории замка проводились раскопки, но замок обречен на дальнейшее разрушение, ведь у него отсутствует крыша. Погодные условия делают свое дело. На мой взгляд, именно разрушение крыши поставило точку на замке. Хотя сейчас находятся предприниматели, готовые взяться за замок и реконструировать его, чтобы разместить там производство или ресторан, но органы власти, учитывая опыт прошлых лет, не дают на это добро. Видимо, судьба его предрешена, и то, что было не разрушено во время войн, обречено на разрушение в мирное время. Приведу цитату из местной газеты «Маяк Приднепровья». По сути, разрушили могучий Быховский замок не годы, а забвение. До 1997-98 годов здесь делали мебель. Потом мебельное производство свернули, и с этого времени здание пустовало, осталось практически без охраны. В 2004 году предприниматель по фамилии Сапега, имеет ли он отношение к знатному роду, история умалчивает, открыл в замке лесопильное производство. Вроде как намеревался восстановить старинное здание, убрал мусор, спилил деревья, разрушавшие корнями древнюю кладку, закрыл щитами дыры и проемы. Но не прошло и года, как в замке произошел пожар, уничтоживший практически всю крышу. Накануне зимы здание оказалось раскрытым, а его арендатор Сапега исчез в неизвестном направлении. После пожара замок вообще стал беспризорным, хоть и включен в список памятников историко-культурного значения, что автоматически предполагает охрану. Конец цитаты.
Пришло время увидеть, как сохранился замок изнутри. Я прошу никого не проникать внутрь замка. Он пребывает в очень плохом состоянии и находиться там опасно. Пол на втором этаже местами прогнил и запросто можно провалиться вниз. Мне не удалось заснять полностью первый этаж ввиду того, что лестница была покрыта льдом, и я не смог спуститься по ней вниз, хотя у меня есть такой опыт после исследования Минского клуба КСИ. Ссылка на ролик появится в правом верхнем углу. В описании к видео я оставлю благотворительный счет для всех желающих помочь в восстановлении Быховского замка. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, впереди еще много интересного.